В раннее летнее утро в пригороде Сиэтла Эбби открыла маленькую кофейню, в которой работала уже третий год. Платили мало, смены были изматывающими, но она терпела. Каждое утро она надевала чистый фартук, убирала волосы в хвост и натягивала на лицо улыбку, даже если внутри хотелось исчезнуть. Обычное утро. Эбби протирала столы, когда через большое витринное окно заметила двух мальчиков. Они сжались друг к другу, босиком, в рваных футболках. Их глаза говорили о страхе и голоде. Она смотрела на них пару минут, потом вышла, подошла и молча позвала внутрь. Она усадила их за дальний столик и вынесла теплый овощной суп, тосты и сладкий чай. Они ели жадно, не проронив ни слова. Мальчики напомнили ей ее младшего брата, погибшего в приемнике. С того дня они приходили каждое утро в 9 часов 30 минут, и Эбби кормила их, делая вид, что готовит еду на вынос. Иногда она добавляла фрукты и печенье на потом. Она не знала, где они живут или кто их родители, просто чувствовала, если не она, никто. Через пару недель все изменилось. В кафе зашел высокий мужчина в дорогом пальто. Он заказал кофе и завтрак, а когда Эбби принесла заказ, тихо сказал, не отрывая взгляда от окна, эти мальчики приходят каждый день. Она напряглась. Нарушение правил, возможное увольнение, все промелькнуло в голове. Но мужчина продолжил спокойно: «Я наблюдал за вами, вы добрый человек». Он представился: Алекс. Он рассказал, что сам был уличным ребенком, пока один повар не накормил его и не дал работу. Сейчас у него своя компания, но он не забыл, каково это — быть никому не нужным. На следующий день Алекс вернулся с юристом. Они поговорили с мальчиками. Старший Тим сказал, что мама умерла, а они сбежали, чтобы не попасть в приют. Жили в подвале заброшенного здания. Алекс и юрист занялись делом. Через неделю Эбби снова увидела его в дверях кафе. Он улыбнулся: «Они в порядке. Нашли бабушку». Она не знала, что дочь умерла. Теперь мальчики живут с ней. Он передал конверт. Внутри детский рисунок, официантка и 2 мальчика. Подпись: «Спасибо, тетя Эбби, мы теперь дома». Эбби не сдержала слез. Алекс снова заговорил: «Вы дали им шанс. А теперь дайте шанс себе». Он предложил ей пройти обучение и стать координатором его фонда помощи. Она согласилась. Спустя месяц она больше не мыла полы, она помогала другим. Ее история вдохновила десятки людей. Год спустя она получила письмо. На фото 2 улыбающихся мальчика, пес и пожилая женщина. На обороте: «Мы учимся, хотим быть как Алекс и как тетя Эбби». Эбби посмотрела на фото, и на ее лице появилась настоящая, теплая улыбка. Она знала, все было не зря. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.